Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал! Сразу хочу сказать, к моим мастер-классам добавлены субтитры на разных языках. Если вдруг вы не нашли субтитры на своем языке и очень хотите связать игрушку, напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы его обязательно добавим. Сегодня я начинаю цикл видео по вязанию вот такой милой лошадки. Эта игрушка связана на основе схемы Аликорна, но я внесла свои изменения. Подобрала другие цвета, сделала небольшие дополнения и связала вторую лошадку специально для мастер-класса. В этом видео мы разберем материалы и инструменты, которые я использовала. Я расскажу о пряже и покажу, где меняла цвет нитей. Так что устраивайтесь поудобнее, берите пряжу и давайте начнем творить. Сейчас еще пару слов о размерах игрушки. Без учета ушек. Высота 18 сантиметров. Длина ножек 8 сантиметров. По ширине приблизительно это 7 сантиметров. Вот такие размеры. Сначала я расскажу о цветах, которые в этой лошадке я использовала, а затем скажу, какие цвета изменились для другой лошадки, если вам понравится такой вариант. Лошадка полностью связана из пряжи Этамин. Это тоненькая пряжа, производитель Турция, 100% акрил, в 30 граммах 180 метров. Основной цвет 463, молочный цвет 423, темно-коричневый 440, бирюзовый цвет 425. Для глаз я использовала немножко, нужно 462. Белый также совсем немножко для глаз 421. И черный также для вязания глаз 422. Вот эти понемногу совсем. И серый это для вязания вот этих мелких деталей 449С. Это что касается вот такой лошадки. Теперь по вот этой лошадке. Основной цвет 447А. Вот эту часть седла я буду вязать не бирюзовым, а вот таким ярким розовым 437. Глаза фиолетовый 430. Все остальные цвета будут те же самые. Для наполнения игрушки я использую холофайбер. Вязала крючком номер 1. Еще потребуются вот такие маркеры, иголочки для разметки и сшивания и ножницы. Это все материалы и инструменты, которые нам понадобятся. Сейчас я расскажу более подробно о смене цветов. Итак, немного повторюсь, что сама лошадка связана по схеме огненного аликорна. Полный мастер-класс из 11 частей, он уже есть на канале в полном объеме. Основу я связала это ножки, туловище, голова, уши и глазки. То есть все это вяжется по схеме аликорна. Разница только в том, что я изменила цвет нити и связала вот такими разными цветами.
Итак, начнем с ножек. Копыта связаны темно-коричневым цветом с 1 по 6 ряд. Затем я сделала соединительный столбик и уже присоединяла ниточку молочного цвета и продолжала вязать. Если вы новичок и необходимо показать вам, как я это делаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, я сниму отдельное видео и подробно покажу, как я меняла цвет. Теперь вот эта часть. 7 ряд я вязала за задние полупетли вот этого копыта, а с 8 по 15 ряд включительно по схеме молочным цветом. Дальше присоединяла основной цвет ниточки и уже за обе полупетли, то есть здесь за задние я не вязала, а за обе полупетли сразу по схеме 16 ряда до 40 включительно я вязала просто основным цветом. Животик здесь видно лучше. Начинала вязание ниточкой молочного цвета и вязала его с 1 по 6 ряд вот этим цветом. Затем тоже делала соединительный столбик и уже за обе полупетли продолжала ниточкой основного цвета. Голова. Начинала вязать тоже ниточкой молочного цвета. С 1 по 9 ряд включительно провязывала ею. И затем за обе полупетли, то есть сделала соединительный столбик и уже присоединила нить основного цвета и вязала ею. Ушки вязала полностью ниточкой основного цвета. И глаза тоже по схеме, как в огненном аликорне, только поменяла цвет роговицы. Вот такое вступление в мастер-класс получилось. Поэтому, если хотите вязать вместе со мной вот такую лошадку, подготавливаем основу. И в следующем видео будем продолжать. И постепенно довяжем игрушку до конца. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Также, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите его лайком и напишите комментарий. Для меня это очень важно и приятно. Спасибо, что вяжете вместе со мной. И до скорой встречи в следующем видео. Пока-пока!